На Аравийском полуострове нет ни одной постоянной реки. Ни одной. На площади, где поместилась бы половина Европы. Дождь там событие, а не погода. И при этом посреди этой пустыни стоят города-миллионники с фонтанами, газонами и душем по утрам. Откуда вода? Ответ лежит прямо у берега и выглядит как издевательство. Океан. Величайший запас воды на планете, который человеку пить нельзя. Стакан морской воды навредит почкам сильнее, чем полное отсутствие питья. 2000 лет мы бились в эту стену. Кипятили, выпаривали, и все упиралось в физику, которая забирала чудовищное количество энергии за каждый литр. А потом двое инженеров задали один неудобный вопрос, и стена рухнула. Сегодня в Катаре опресненная вода — это практически вся питьевая вода страны. А Израиль даже развернул насосы и качает опресненную воду из моря обратно в свое пересыхающее озеро. Досмотрите до конца. В этом ролике вы узнаете, какой вопрос все это запустил, почему чистую воду приходится специально портить перед подачей в кран, и куда сливают концентрированный рассол после опреснения морской воды. Подпишитесь на канал, и мы начинаем. Наша планета выглядит издевательски щедрой. 3/4 поверхности — вода, глобус из космоса синий, и все же жажда остается одной из главных проблем человечества. Разгадка в пропорциях. Пресной воды на Земле около 2,5% от всех запасов, и большая часть этого скромного остатка заперта в ледниках и вечной мерзлоте. То, чем мы реально пользуемся — реки, озера, доступные подземные горизонты — это уже доли процента. Все остальное — соленое. А теперь конкретика. В литре морской воды растворено примерно 35 граммов солей. Это столько же, сколько в 7 чайных ложках. Только представьте себе стакан, куда высыпали 2,5 ложки соли. Организм такое просто не принимает. И вот здесь начинается настоящая физиология. Почки человека умеют выводить соль, но у них есть предел концентрации, с которой они работают. Морская вода солонее того, что почка способна выдать наружу. Чтобы избавиться от соли из выпитого стакана, ей придется потратить больше воды, чем в этом стакане было. Итог парадоксальный. Чем больше моря вы пьете, тем сильнее обезвоживаетесь. Отсюда старое морское правило. Умирающие от жажды моряки скорее сойдут с ума, чем напьются из-за борта. Значит, соль нужно убрать заранее. И сегодня это уже не экзотика, а инфраструктура. По разным оценкам, в мире работает от 16 до 20 с лишним тысяч опреснительных установок. Вместе они дают порядка 100 миллионов кубометров пресной воды в сутки. Чтобы это уложилось в голове, примерно половина того, что каждый день сбрасывает вниз Ниагарский водопад. Только этот поток не падает со скалы, а идет в краны, в поля и на заводы. Сотни миллионов людей пьют его каждый день. Казалось бы, задача школьная. Вскипяти соленую воду, поймай пар, получишь пресную. Именно на этой очевидной мысли человечество и застряло на 2000 лет. Соль при нагреве никуда не улетает. Испаряется только вода. Соль остается на дне. Принцип честный и работает безотказно. Проблема не в химии, проблема в счетчике. Давайте посчитаем. На кубометре, это тонна воды, чтобы просто нагреть ее от комнатной температуры до кипения, нужно порядка 90 киловатт-часов. Уже немало. Примерно столько средняя квартира тратит за неделю. Но нагреть — это еще ничего не получить. Вода лишь закипела, а пар из нее пока не пошел. И тут начинается настоящий счет. Чтобы превратить кипящую воду в пар, энергии нужно почти в 7 раз больше, чем на весь предыдущий нагрев. Физики называют это теплотой парообразования. На тонну воды выходит порядка 630 киловатт-часов. Месячное потребление электричества целой семьей. И все это ради 1 тонны пресной воды. Для города нужны десятки тысяч тонн в сутки. Вот почему опреснение веками было технологией отчаявшихся, а не технологией водоснабжения.
Не соль стояла на пути стояла теплота парообразования. И вся дальнейшая история инженерии в этой области есть история борьбы именно с ней. Первый по-настоящему умный обход нашли в середине 20 века. Идея звучит просто. Если пар при конденсации отдает всю ту энергию, которую забрал при испарении, почему бы не поймать ее и не пустить в дело? Так появились многоступенчатые установки. Горячий пар из первой камеры конденсируется и своим теплом кипятит воду во второй камере. Та отдает тепло третьей и так по цепочке. Чтобы вода закипала при все более низких температурах, в каждой следующей камере понижают давление. В результате одну и ту же порцию энергии используют не один раз, а 10, 15, 20 раз подряд. Расход падает в разы. Такие заводы до сих пор стоят на побережьях, огромные и надежные. Но и они по-прежнему грели воду. Настоящий переворот случился, когда несколько человек решили не греть ее вообще. Моряки поняли главное очень давно. Если над котлом с морской водой подержать холодную поверхность, на ней осядут пресные капли. Об этом писали еще античные авторы, а корабельные повара знали это на практике. Проблема была в масштабе. Собранных капель хватало одному человеку на глоток, а не команде на переход через океан. Первые патенты на опреснительные аппараты выдали в Англии еще в конце XVII века. Ни один из них в широкую практику не вошел. Устройства не масштабировались, топливо жрали больше, чем корабль мог себе позволить. 1790 год. Изобретатель Джейкоб Айзекс из Ньюпорта преподносит президенту Джорджу Вашингтону бутылку пресной воды, полученной из морской. У него есть секретная смесь, которая якобы отделяет соль. Он просит у Конгресса вознаграждения. Дело передает государственному секретарю, Томасу Джефферсону. И Джефферсон поступает как настоящий исследователь. Он собирает 3 ученых из Американского философского общества. Они ставят серию опытов на протяжении нескольких дней и аккуратно проверяют заявление. Вывод в отчете убийственно вежлив. Смесь господина Айзекса никак не помогает отделять соль от воды. Соль отделяет перегонка, и делала бы это точно так же без всякой смеси. Но Джефферсон не остановился на разоблачении. Он заметил другое. Большинство моряков вообще не знают, что перегонный аппарат можно собрать прямо на борту из корабельной посуды, и предложил печатать инструкцию по его сборке на обороте судовых документов, которые получает каждое судно, выходящее из порта. Государственная бумага как памятка по выживанию. Это отчет от 21 ноября 1791 года. Промышленный масштаб пришел только в середине 20 века. И пришел он туда, где воды не было, а энергии было в избытке. Кувейт начал строить свою питьевую воду на нефти. Формула эпохи звучала цинично, но точно. Жечь нефть, чтобы получать воду. А потом кто-то предложил перестать кипятить. В конце 50-х годов в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе 2 инженеров, Сидни Лёб и Сриниваса Сурираджан, взялись за задачу, от которой к тому моменту устали почти все остальные. Их мысль была почти наглой. А что, если соль вообще не трогать? Не выпаривать ее, не осаждать, не связывать химией, а просто взять очень мелкое сито и процедить воду насквозь. Звучит это несерьезно, потому что соль в воде растворена и никаких отдельных крупинок там нет. Значит, сито должно быть настолько тонким, чтобы пропускать молекулы воды и задерживать все, что крупнее. Разница в размерах ничтожна, но она реальна, и пленки с такими свойствами существуют. Их называют мембранами, и они есть в каждой живой клетке. Дальше начинается главная сложность, и она связана не с пленкой, а с силой. Просто налить морскую воду на мембрану бессмысленно, потому что вода сама туда не пойдет. Природа устроена ровно наоборот. Вода стремится в сторону соленого раствора, чтобы его разбавить. И именно поэтому соленый огурец пускает сок. Чтобы развернуть это природное течение вспять, на морскую воду нужно давить, причем давить очень сильно.
Под таким давлением вода сдается и уходит на чистую сторону мембраны, а соли остаются позади, потому что пройти сквозь пленку они не могут. Соль здесь не выпаривают из воды, воду выдавливают из соли. И происходит это против естественного направления. Отсюда и название всей технологии — обратный осмос. Сама идея была известна и до Лёба с Сурираджаном, но у нее не было главного — рабочей мембраны. Все существующие пленки давали жалкие капли за долгие часы, и никакой практической пользы из этого извлечь не удавалось. Решение оказалось изящным. Инженеры сделали мембрану двухслойной. Сверху они разместили предельно тонкий рабочий слой, который и отсеивает соль, а под ним — рыхлую пористую подложку, которая держит эту нежную пленку и совершенно не мешает потоку. Производительность выросла в сотни раз, и технология, наконец, вышла из лаборатории. Самое важное здесь вот что. В этой схеме нет ни пара, ни кипения, ни той самой теплоты парообразования, которая губила все попытки 2000 лет подряд. Остались только давление и пленка. Осталось понять, как это выглядит внутри настоящего завода. Проследим за конкретной каплей морской воды от берега до крана. Начинается все далеко от здания завода. Залорные трубы уходят в море на сотни метров, а иногда и на несколько километров от берега. Их выносят так далеко не из прихоти, а чтобы забирать воду подальше от прибрежной мути, стоков и взбаламученного волнами песка. Дальше идет этап, который со стороны кажется скучным, но именно на нем чаще всего ломаются проекты. Это предварительная очистка. Прежде чем вода дойдет до драгоценных мембран, из нее нужно убрать песок, взвесь, водоросли и все живое, что попало в трубу. Главный враг опреснительного завода вовсе не соль, а биообрастание. Микроорганизмы охотно селятся на поверхности мембран и заклеивают их плотной пленкой. Когда у берега начинается бурное цветение водорослей, заводы в Персидском заливе иногда вынуждены снижать нагрузку или останавливаться. После очистки вода попадает на насосы высокого давления, и вот здесь начинается настоящая работа. Мембраны для морской воды требуют давления порядка 55-70 атмосфер, и создать его непросто. Именно эти насосы съедают львиную долю всей электроэнергии завода. Сама мембрана внутри выглядит совсем не так, как ее обычно рисуют. Это не плоский лист, а длинный рулон. Тонкие пленки вместе с сетчатыми прокладками свернуты в спираль и упакованы в цилиндрический элемент. Такие элементы вставляют внутрь прочных корпусов по несколько штук подряд, а сами корпуса выстраивают рядами. На крупном заводе счет идет на десятки тысяч мембранных элементов, и вместе они дают колоссальную рабочую площадь. Задерживают они соль поразительно хорошо. Современные мембраны отсеивают более 99% растворенных солей, и вода на выходе получается практически дистиллированной. Но есть одна деталь, которая портит всю красоту. Сквозь мембраны проходит далеко не вся вода. Обычно лишь около 40-50%. Остальное превращается в концентрированный рассол и уходит прочь. И уходит он под тем же самым чудовищным давлением, которое мы с таким трудом создали насосами. Именно здесь инженеров ждал самый красивый трюк во всей этой истории. Первые заводы обратного осмоса 70-х годов работали именно так, как я описал, и со стороны выглядели полным триумфом. Насосы давили морскую воду на мембраны, чистая вода уходила в резервуар, а соленый остаток сбрасывался обратно в море. Все логично, все работает, и все равно вода получалась слишком дорогой, чтобы поить ею города. Причина пряталась в последнем шаге, и она до обидного простая. Насосы разгоняли давление до огромных значений, но мембраны это давление никуда не тратили. Оно оставалось в воде. А значит, соленый остаток покидал завод таким же напряженным, каким пришел, и всю вложенную в него силу просто выбрасывали в океан. Сравнение здесь такое. Вы разогнали до предела тяжелый грузовик, довезли груз, а потом отпустили машину с обрыва вместе с топливом в баке. Груз доставлен, но половина заплаченного бензина ушла в никуда.
Ранние установки съедали больше 6 киловатт-часов на кубометр воды, и заметная доля этого расхода буквально улетала в море. И вот он, тот самый неудобный вопрос, который я обещал в начале ролика. Инженеры перестали спрашивать, как сделать мембрану лучше или как давить сильнее. Они спросили иначе. Куда девается энергия, которую мы выбрасываем? И почему бы не забрать ее обратно? Ответом стало устройство с очень честным названием — обменник давления. Внутри него уходящий соленый поток встречается со свежей морской водой и напрямую передает ей свое давление, толкая ее вперед. Отработавшая вода уходит обессиленной, а свежая идет на мембраны, уже почти готовой к работе. Красота в том, что энергия здесь передается напрямую, без превращения в электричество и обратно. Поэтому такие обменники работают с коэффициентом полезного действия около 98%, а собственного электричества почти не потребляют. Насосам остается лишь добавить недостающее. Результат перевернул всю отрасль. Современный завод тратит около 3-4 киловатт-часов на кубометр воды. Вспомните 630 киловатт-часов, которых требовало честное выпаривание. Это уже не улучшение. Это другая задача. Вот только у такой воды есть счет, который показывать не любят. Начнем с главного. Опреснительный завод не уничтожает соль. Он ее только собирает. Все, что не прошло сквозь мембрану, превращается в рассол вдвое солонее моря, и его нужно куда-то деть. По оценке исследования, поддержанного Организацией Объединенных Наций, заводы мира сбрасывают около 142 миллионов кубометров рассола в сутки. Это больше, чем они производят пресной воды. На каждый литр воды приходится примерно 1,5 литра рассола. Беда в том, что рассол тяжелее обычной морской воды и не растворяется в ней мгновенно. Он стелется по дну плотным соленым слоем и душит донную жизнь вокруг сброса. Больше половины всего мирового рассола приходится всего на 4 страны Персидского залива, где заводов особенно много, а море и без того теплое и соленое. Инженеры борются с этим рассеивателями, которые разбивают поток на струи, и разбавлением рассола перед сбросом. Второй счет выставляет сам водозабор. Вместе с водой в трубы затягивает планктон, икру и мальков. И обратно они уже не возвращаются. Решение существует. Воду можно забирать не напрямую из моря, а через скважины под пляжем, где песок работает естественным фильтром. Стоит это дороже, поэтому применяют такой подход далеко не везде. А третий счет — самый неожиданный. Вода после мембран получается слишком чистой. В ней почти нет кальция и магния, и такая вода становится агрессивной. Она буквально вытягивает металл из труб и разъедает бетон. Поэтому перед подачей в город ее приходится намеренно портить, добавлять минералы обратно, доводя состав до нормального питьевого. И отдельная головная боль — бор. В морской воде его несколько миллиграммов на литр, но мембраны задерживают его плохо, потому что в обычной воде он ведет себя слишком незаметно для пленки. Чтобы его убрать, воду прогоняют через мембраны второй раз, предварительно изменив ее химию. А делается это в первую очередь не ради людей, а ради растений. Цитрусовые деревья очень чувствительны к бору в поливной воде. Инженерное решение, продиктованное апельсинами. И все же целые страны уже живут на этой воде. Самый показательный пример — Израиль. В начале 2000-х страну накрыла тяжелейшая засуха. Галилейское море мелело год за годом, и водный коллапс выглядел вопросом времени. Ответом стала цепочка опреснительных заводов вдоль Средиземноморского побережья. И сегодня они дают порядка 70-80% всей питьевой воды страны. Флагман этой системы, завод «Сорик», южнее Тель-Авива, один из крупнейших в мире. Он выдает около 624 тысяч кубометров воды в сутки, а себестоимость на старте составила примерно 58 центов за кубометр. Именно на этой цифре опреснение перестало быть роскошью и превратилось в обычную коммунальную услугу. Но самый удивительный поворот
произошел недавно. Когда-то Израиль построил национальный водовод, чтобы гнать воду из Галилейского моря на засушливый юг страны. Теперь насосы развернули в обратную сторону. Начиная с осени 2025 года опресненную воду закачивают из моря обратно в озеро, чтобы поднять его уровень. И к весне этого года подачу довели до нескольких тысяч кубометров в час. Человек начал возвращать воду природе через трубу. Прецедент в мировой практике. Совсем другая история на Аравийском полуострове. Саудовская Аравия — крупнейший производитель опресненной воды в мире, и на нее приходится порядка 1/5 части всего мирового объема. Завод Рас-эль-Хайр на восточном побережье работает в связке с собственной электростанцией мощностью около 2,5 гигаватт, а вода оттуда идет по трубопроводу в Эр-Рияд за сотни километров вглубь пустыни. А вот в Калифорнии все сложнее. Завод в Карлсбаде работает с 2015 года, но соседний проект в Хантингтон-Бич в 2022 отклонили из-за цены, рассола и вреда для прибрежной экосистемы. Даже там, где технология доступна, решение остается политическим. А теперь отойдем на шаг назад и посмотрим на все это со стороны. Солнце ежедневно испаряет с поверхности океанов колоссальные объемы воды, поднимает ее вверх и возвращает нам дождем, абсолютно пресный. Это и есть круговорот воды, самая большая опреснительная установка на планете, и работает она бесплатно. Все заводы мира вместе взятые — лишь крошечная доля того, что делает Солнце. Мы не изобрели ничего принципиально нового. Мы построили карманную, дорогую и очень капризную копию природного процесса. И эта копия уже держит на плаву целые государства. Но главный урок здесь не в мембранах и не в давлении. Отрасль сдвинулась с мертвой точки, когда кто-то спросил, куда уходит то, что мы выбрасываем. Именно этот вопрос снизил цену стакана морской воды в разы. Что удивило вас в процессе опреснения морской воды больше всего? Пишите в комментариях. А если это видео было для вас интересным, поставьте лайк, поделитесь этим видео со своими друзьями и родными, подписывайтесь на «Скрытый горизонт». Здесь мы смотрим туда, куда обычно не смотрят. До встречи в следующем видео.